Где бы я ни была, меня всегда тянет в родной Крым. Его просто невозможно не любить. В нем всегда можно открыть что-то новое для себя. Я человек любознательный, и мне очень интересен этот маленький полуостров. Поэтому сегодня я приглашаю вас к себе домой. Каждое место в Крыму по-своему уникально, и бухта Ласпи не исключение. Вода здесь удивительно прозрачная. Именно поэтому в этой бухте снимали различные фильмы. Самый известный – это «Человек-амфибия». Коцевели – это один из самых молодых курортов южного побережья. В 1886 году художник Архип Куинджи недалеко от этого поселка приобрел земельный участок. Про эти места писали Пушкин, Грибоедов. Здесь также был Адам Мицкевич. Семиис очень легко найти по горе Кошкая, которая похожа на лежащую кошку. Кипарисовая аллея или аллея Аполлонов – это единственный полностью пешеходный проспект на всей территории Большой Ялты. Местные часто сравнивают его с Нью-Йоркским Бродвеем, а порой и с набережной Круазет в Каннах. Скульптуры установили в начале 20 века, однако до наших дней они не сохранились. В 50-х их восстановили, и сейчас мы можем полюбоваться статуями Аполлона, Геракла и Диониса. А здесь когда-то стояла белоснежная Артемида. Недалеко от горы Айпетри расположился уютный приморский городок Алупка. Несколько веков она была главной резиденцией османских султанов. Впоследствии ее выбрал граф Воронцов для того, чтобы построить здесь свое имение. Собственно, вот Воронцовский дворец. Граф Воронцов слыл человеком умным и проницательным, поэтому он не хотел, чтобы центр его южных владений привлекал внимание, и построил дворец в дополнение к Крымским горам. Здесь тайно встречались члены масонской ложи, останавливался легендарный Уинстон Черчилль. Здание проектировал архитектор Эдвард Блор, он же и достраивал Букингемский дворец. Мне кажется, что если где-то и есть рай на земле, то это, несомненно, Гаспро. Удивительный климат, море, горы и, конечно же, главная достопримечательность Крыма – Ласточкино гнездо. В 1927 году в Крыму было сильнейшее землетрясение. Часть скалы обрушилась, на здании стали появляться трещины. Представляете, Ласточкино гнездо хотели по камушку разобрать, пронумеровать и также восстановить, но уже в другом месте. Но весь смысл этого здания был бы утерян. Это место также будет интересно любителям кинотуризма, так как здесь снимали фильм «10 негритят» по мотивам романа Агаты Кристи. Не все знают, что здесь также был Джеки Чан и снимался в одном из эпизодов фильма «Первый удар». Он был восхищен красотой, которая открывается с Ласточкиного гнезда. На ЮБК всего 3 главных автодороги, и все они проходят через Гаспру. Ливадийский дворец – это последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для семьи Романовых. В Ливадийском дворце проходила судьбоносная Ялтинская конференция, в которой принимали участие Сталин, Рузвельт и Черчилль. Побывав здесь, Рузвельт выразил свое желание остаться здесь до конца своих президентских полномочий. Название поселку Форос дали греки, которые жили здесь в средние века, и означает оно «маяк». Форосскую церковь хорошо видно с моря, именно поэтому она служит своеобразным маяком. Также эту церковь часто посещала царская семья. Давным-давно греческие моряки после сильного шторма увидели необычайно красивый берег и назвали его Ялтой. Одним из первых туристов Ялты был никто иной, как журналист и писатель Марк Твен. Сэмюэлю Клеменсу очень понравилась Ялта, и все свое пребывание на полуострове он ярко описал в книге «Простаки за границей». Если вам понравилось это видео, а может вы узнали что-то новое для себя, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал.